До кінців стержня масою 10 кг і довжиною 40 см підвішено вантажі з масами 40 кг і 10 кг, де треба встановити опору, щоб стержень перебував у рівновазі. К стержню масою 10 кг, це маса стержня. Цепили два груза. Один груз массой М1 напишем 40 кг, и второй массой 10 кг. Длина стержня 40 см. Спрашивается, где нужно установить опору для того, чтобы этот стержень пребывал в равновесии. Это стержень, поскольку он однородный, не сказано в задаче, значит вес, который действует на стержне, самого только стержня можно установить ровно на середине. Поэтому определим его вот здесь. Это определим как массу стержня, ну и понятно как вес стержня. С одной стороны подвесили груз масса М1. С другой стороны подвесили груз масса М2. Поскольку масса определяет вес, поэтому запишем так, что здесь действует сила P1, и она равна массе первого умножить на G. Здесь действует сила P2 и равна массе 2. И забудем за сам стержень его вес. P равно mg. Вся длина стержня равна L. Для того, чтобы облегчить как-то решение задачи, давайте определим середину стержня половинкой его как L маленькая. Вот это половина. И это половина, это маленькая. И L определим как L, что делится на 2. Ну, L нам известно 40 сантиметров, поэтому эти значения тоже известны. Стержень находится в равновесии. Если в равновесии, значит получается, что согласно первому закону Ньютона, равнодействующее всех действующих сил будет равно нулю. Какая здесь равнодействующая? Если мы где-то установим опору ближе к большей массе, тогда опора будет реакцию поддерживать. Сумма этих сил будет равна вот этой реакции. Но нас она меньше интересует сейчас, потому что реально опора вверх и вниз не движется. Нас интересует сейчас повороты вокруг этой точки, которую мы выбрали. Для того, чтобы стержень пребывал в равновесии и не поворачивался, необходимо, чтобы сумма моментов сил, которые на него действуют, была равна нулю. Какие силы здесь действуют? Вот действует сила P1, и момент ее силы вот здесь будет. Сила P2, обозначим это дело P2. Момент ее силы от точки аж сюда. И сила P, это непосредственно сам вес самого стержня, вот его будет плечо. Давайте определим таким образом. Вот это значение, коли L у нас известно, чтобы у нас было одно неизвестное. Вот это расстояние от веса стержня до точки подвеса обозначим через X. А это расстояние от действия массы 40 кг до точки обозначим через S. И S будем искать. Там нужно определить, в каком месте нужно установить точку опоры. Если S будет известно, скажем, такое-то расстояние от массы M1. Определим, какие же моменты здесь действуют. Если мы считаем, что точка опоры у нас здесь будет подвешена, значит, в эту сторону действуют два момента силы. Момент силы P и момент силы P2. Соответствующие есть силы и есть, можно определить плечи. С этой стороны действует момент силы P1. Причем, обратите внимание, что эти силы действуют по часовой стрелке 2, а это действует против часовой стрелки. Ну, так выбрали. Если у нас не получится решение этой задачи, X будет отрицательный, значит, мы должны тогда поменять его на противоположное значение и сделать перерасчет. В данном случае мы считаем пока, что точка, под которой даст равновесие, будет вот здесь. Определим, какой момент будет силы, который действует против часовой стрелки. Вот момент силы 1. Запишем. Момент силы P1 равен самому значению P1 и умножить на его плечо. Где у него плечо? Вот у него плечо. S. Мы не будем дополнительное неизвестное выводить, потому что X неизвестно, X неизвестно. Давайте определим его через L и X. L это половинка всего расстояния. Можем сказать о том, что L отнять X. L отнять X и будет вот это значение S. Напишем, что S будет равно у нас L отнять X. Ну, пока оно будет в сторонке, может к концу решения задачи нам пригодится вот это выражение. Мы знаем, что L равно L большое делить на L большое это вся длина. Дальше. Момент силы самого веса стержня. P. Момент силы вес P. Равен чем? Сам вес и умножить на плечо. Какое здесь плечо? Вот его плечо. X умножить на X. Ну и момент силы P2. Чему равен P2? Понятно? Векторное значение. И теперь посмотрим, как у него плечо. Плечо у него расстояние до этой точки. Значит, L плюс X. То есть расстояние, видите, самое большое. L плюс X. Раз стержень находится в равновесии, получается, что сумма моментов действующих сил тоже должна быть равна нулю. Это действует в одну сторону, эти ему противодействуют. Вот можно сказать, что можно выбирать любое направление. В данном случае это выбрали как положительное направление движения по часовой стрелке, это против часовой стрелки, либо наоборот. Но это роли не играет. Важно то, что они друг друга компенсируют. Вот эти моменты с этим моментом. Можем сказать, что это
этот момент равен сумме вот этих моментов, ну, с противоположным знаком. Поэтому можно их просто сравнить их модули. Давайте сравним модуль момента силы P1 и с суммой модулей этих сил. Можно записать, что P1, что множится на L минус X, равно P, что множится на X, и плюс P2, что множится на L плюс X. В этом уравнении у нас получается только одно X неизвестно. Если мы найдем, мы можем найти тогда и S. Открываем скобки P1 на L. Не забываем то, что L это L пополам. Минус P1 на X равно P умножить на X, плюс P2 умножить на L и плюс P2 умножить на X. Ну, давайте все неизвестные, которые у нас есть в одну сторону, влево перенесем, известные вправо. Так у нас здесь будет P1 на L минус P2 на L равно P на X так и остается, плюс P2 на X. И это переносим в правую сторону со знаком плюс, плюс P1 на X. Давайте в левой стороне вынесем L за скобки, а здесь X вынесем за скобки. Здесь у нас получается L, P1 минус P2 равно X выносим за скобки. А тут что? Сумма всех трех P плюс P1 плюс P2. Отсюда находим X. X равно левая часть L, P1 минус P2 делить на что? На вот эти сумму P1, P1 плюс P и плюс P2 равно. Вместо L подставляем значение L делить пополам. Все, сейчас подставим L поделить на 2. Вместо P1 это что у нас будет? M1 умножить на G. Вместо P2 минус M2 умножить на G. Здесь что получается? P1, M1 на G плюс M на G плюс M2 на G. Третье. Вынесем за скобки G. Числитель и знаменатель. Получаем L на G. Здесь будет M1 минус M2. И делить на 2. Умножится на G. Ну, M плюс M1 плюс M2. G и G сокращается равно. Теперь давайте подставим L. Сколько у нас будет? Это 40 сантиметров. Так. M1 минус M2. M1 40, M2 10. Получается M1 минус M2 равно умножить на 30. Чего? Килограмм. Двоечка здесь множится на сколько килограмм? M плюс M1 плюс M2. Это получается 60 килограмм. Ну, как видно, с килограмма можно сократить. 30 можно сократить. 60 это будет 2. 40 сантиметров. Делим на 4. Мы получаем 10 сантиметров. X у нас равно 10 сантиметров. Теперь давайте вспомним о том, что мы сказали, что расстояние от самой большой массы до точки подвеса мы определили как L маленькая минус X. Равно у нас L минус X равно L поделить на 2 минус X равно L на 2 20 сантиметров минус 10 сантиметров равно 10 сантиметров. Мы можем сказать, что расстояние от большой массы, самой большой массы подвешенной к этому стержню, до точки подвеса должно быть 10 сантиметров. При решении задачи обратите внимание о том, что X у нас получился положительное значение. Мы правильно выбрали его значение. Если мы получили значение отрицательное, задачи тогда бы установили вот этот дельта X где-то вот здесь. При решении задачи мы получили не тот результат, и мы поняли о том, что точка подвеса выбрала не совсем правильно, надо было выбрать именно с этой стороны. Ну, как правило, сориентироваться можно сразу, о том, что здесь же вес будет намного больше. Поэтому, естественно, плечо будет ясно меньше, чем все остальные плечи, потому что эти веса, видите, по 10 килограмм, они равная половину веса. Значит, наверняка, что точка, под которой будем ставить на равновесие, будет ближе находиться к массе, которая имеет больший вес.